Доброго утра! Сегодня мой второй день гонки Transcontinental Race. Вчера особо ничего невероятного, красивого в пути не повстречалось, но сегодняшний день обещает быть не в пример круче. Если все пойдет по плану, к вечеру я доберусь до КП и паркура в горном массиве Picos de Europa. До туда остается около 200 километров. Выдвигаюсь дальше ранним утром, даже можно сказать еще ночью. 4 часа утра, еще абсолютно темно, организм просыпается. Дорога идет вдоль берега по отрогам холмов. Качели все время то вверх, то вниз. Серпантин на серпантине. Передний свет на спусках включаю на полную мощность. Из настораживающего. Еще вчера вечером заметил неприятное ощущение в правом колене. Решаю остановиться и намазаться противовоспалительным гелем. Спойлер. Колено прошло через 30 минут и больше о себе не напоминало. Так что диклофенак средство просто супер. Must have в походной аптечке. И снова немножко пасмурно, не жарко. Автострада идет над дорогой, по которой я петляю, над головой нависают мостовые конструкции впечатляющих размеров. Около 8 утра на удачу попалась заправка с хорошим кофе и горячими бутербродами с мясом. Позавтракал и закупился в дорогу. Счастье есть! Топливо весело побулькивает на торпеде в такт педалирования. Через какое-то время, сам не понял как, но очевидно трек так пошел, обнаружил себя на каком-то как будто куске автострады с ограничением скорости 100. Даже остановился проверить, нет ли этой дороги в списке запрещенных к проезду и не впаяют ли мне штраф за этот маневр. Вроде никаких запретительных знаков на въезде я не видел, однако через 3-4 километра я съехал с этой дороги в город, и вот за 200 метров до съезда стоял знак, что дальше на велосипеде нельзя. Ну, да ладно. Постепенно распогодилось. Двигаясь по своему треку, я стал плавно удаляться от побережья в сторону горных массивов. Где-то там спрятался первый КП. Как и вчера, я снова петлял по сельскохозяйственным захолустьям, наблюдал коровок и трактора. В этот раз обошлось без вкраплений грунтовых дорог, хотя местами асфальт был довольно щербат. Отдушины от вечных полей и перелесков были небольшие оживленные поселки в окрестности города Авье. Вскоре дорога пошла по живописной узкой долине между грядой лесистых холмов. Надо сказать, что то, что я видел вокруг себя, совершенно не билось с моими представлениями о том, как должна выглядеть Испания в конце июля. Вокруг все было зелено, влажно, над головой все время висели облака. Солнце, конечно, было тоже, но оно не испепеляло. В небольших городках по пути жизнь проходила своим мирным путем, и люди не сильно обращали на меня внимание. В какой-то момент даже немножко архитектуры показали. Однако время уже приближалось к обеденному. На заправке втоптал гигантский багет с сыром и жирной колбасой. Сытый продолжил путь в город. Вот меня куда-то туда. До настоящих гор было все ближе. До первого контроля оставалось около 20 или 30 км. План на остаток дня становился все более четким. Взять КП, далее забраться на 1000-метровый перевал с грунтовым участком, проехать по обязательному паркуру, спуститься к морю и заночевать в каком-нибудь прибрежном городке. А виды постепенно становились все более завораживающими. В такие моменты я обычно думаю о том, что я в своей жизни все делаю правильно. На спуске вниз несколько раз останавливался, но не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы в тишине услышать шелест листьев на горном ветру и проследить взглядом движение автомобилей, больше похожих на маленьких блестящих жучков. Наконец, за несколько километров до КП дорога начала потихоньку идти вверх вдоль русла реки, стиснутой с обеих сторон высокими отвесными скалами. Было около 3 часов дня и припекало уже знатно. Где-то внизу в ущелье справа от дороги шумела вода и очень хотелось в нее окунуться. А горы все приближались и приближались ко мне. Вообще надо сказать, что до того, как я сел в феврале за компьютер планировать свой маршрут, я и не подозревал о существовании горного массива в этом месте. По моим представлениям, в Испании из высоких гор были только Пиренеи. Но я ошибался. Впереди замаячили очень внушительного вида вершины, камера не очень передает, и стало понятно, что впереди меня ждет боль и страдания. Но вокруг будет очень красиво. И вот последний поворот дороги, и после каменного моста начнется подъем к первому контролю. До первого КП осталось всего лишь 1,5 километра. Осталось только забраться. Организаторы, конечно, знатные садисты. Эти несчастные 1,5 километра с градиентом 16% я ехал минут 20. В конце подъема не было ничего, кроме пластикового стула и 2 судей, поставивших мне первую печать в карточку. Ну что ж, первые 500 километров пройдены. Спустился обратно к реке в ущелье и пока ел булку хлеба, обозревал параметры следующего подъема. Пока то да сё, было уже около 5 вечера. Не могу сказать, что я был свеженьким после подъема в 4 утра и 200 километров по холмам, однако пока оставались силы ехать наверх и даже немножко наслаждаться видами, зеленью, скалами и облаками. Дорога была довольно пустынная, машин было очень мало.
Кажется, по этой дороге в основном ездят туристы, а в это время дня ближе к вечеру их становится сильно меньше. Делая остановки примерно через каждые 150-200 вертикальных метров, я постепенно забирался все выше и выше. Проезжая небольшую деревушку Тьелве, увидел небольшой ресторанчик и завернул взять воды. Сидевшая за столиком пожилая французская пара спросила меня, что происходит и почему целый день они видят на дороге велосипедистов с сумками. Вкратце поведал им суть происходящего. Когда они услышали про финиш в Румынии, их глаза округлились, но сумасшедшим меня они не назвали, а просто пожелали хорошей дороги. Где-то на высоте 750 метров лес и деревья закончились, и начались альпийские луга. Снова пришло чувство, когда завидуешь самому себе. Все ж таки невероятно классно осознавать, что забрался сюда самостоятельно. Это, конечно, офигительная фича ультрасайклинга, возможность оказаться в крайне неочевидном месте, куда просто так вряд ли бы добрался. Это безмерно расширяет горизонты. Рекомендую. В качестве награды на очередном привале наконец выпил бутылку Кока-Колы, которую вез с собой еще с равнины. Это называется «не зря вез». После нескольких поворотов и шпилек дорога прошла через небольшой городок Сотрас, где я уже, честно говоря, не очень хорошо помню, то ли я кого-то догнал, то ли меня кто-то, но факт, что дальше я все время пересекался с несколькими коллегами-гонщиками. Это, например, товарищ из Франции, который чуть более прытко, чем я, заезжает на пологое плато, которое началось после Сотраса. Уже оставалось считанные километры до того самого грунтового участка, который, по правде говоря, меня немножко пугал. У меня не было возможности рассмотреть его на панорамах, а про грунтовые участки на TCR все время ходят упорные слухи, что они малопроезжабельные. И вот, наконец, парковка, от которой начинается спецучасток. И сразу началось веселье. Грунтовка еще не пошла, но я уже слез с велосипеда и иду пешком, потому что уклон вниз 25%. Вот оттуда. Вот сюда. Дальше пошли булыжники, по которым ехать было абсолютно невозможно, а за очередным поворотом я увидел того самого француза, который занимался пробитым колесом. Ну, вот здесь вот я точно пойду пешком, а вот там вот уже можно будет ехать. Но так было, наверное, 1,5 километра. Потом началась плюс-минус обычная грунтовка, которая к тому же шла по изолинии. Так что карабкаться вверх не приходилось. Правда, слева угрожающе присутствовала заполненная туманом пропасть, от которой меня ничего не отделяло. Тут стоит упомянуть еще один забавный факт. Правила гонки запрещают использовать некоторые обычные асфальтовые дороги под предлогом того, что на них слишком активный трафик. Зачастую из-за таких запретов мой маршрут сильно увеличивался, и об этом я, наверное, еще расскажу. Но вот такие дороги, как сейчас на экране, никто не запрещал. И даже наоборот, организаторы всячески подталкивали участников выезжать на подобные спецучастки. Главное, чтобы тебя не сбила машина. А если ты улетел в пропасть и свернул себе шею, сам дурак. К моему невероятному облегчению, где-то через 10 километров эта грунтовка закончилась, а я и велосипед были в полном порядке. На отметке примерно 1000 метров над уровнем моря дорога пошла вниз, обозначив начало обязательного паркура, небольшого 3-километрового спуска по асфальту спорного качества. Кстати говоря, те, кто не хотел иметь дело с грунтовкой, могли объехать ее, сделав петлю длиной примерно 60 лишних километров и затем взобравшись на 1000 метров к началу паркура. Я встретил по пути вниз пару-тройку таких умников. И да, виды, конечно, абсолютно офигительные. Ну а я довольно быстро пронесся вниз до городка Бехес, промчался по его кривым сонным улочкам и, лишь немного подкручивая педалями, спустился вдоль очередного ущелья на холмистую равнину, отделяющую горы от морского побережья. Только внизу я понял, насколько сильно я проголодался и какая удача, что у меня с собой в глубине задней сумки оказались 2 помятые слойки с сыром. Остановился на парковке, жадно поглотил припасы и заодно забронировал гостиницу. В Испании в это время года темнеет около 10 вечера, поэтому у меня было еще около пары часов дневного света, чтобы добраться до места. В прибрежный городок Сен-Висенте я добрался в начале 10 вечера и даже успел в закрывающийся супермаркет, чтобы прикупить себе что-нибудь на завтрак. Заселился в номер и договорился, что мне через 20 минут в номер принесут хамбургезу, кока-колу и потатос. Ужин, который я сегодня заслужил. Это был супер насыщенный и интересный день, я собой доволен. Всем спокойной ночи и до завтра.